Друзья, всем привет! Середина июня, нахожусь в Московской области и занимаюсь зелеными операциями, а именно подвязкой лоз на шпалере. Кстати, виноград начинает цвести, это сорт Зилга. Американские сорта уже цветут, этот чуть-чуть попозже. Летают тут у меня пчелки, шмели, помогают с опылением. А в этом видео я вам хочу показать свой способ подвязки виноградных лоз, который я уже очень давно использую. Очень простой, надежный способ. Я использую вот такие кусочки проволоки в оплетке. Проволока медная, ПВ-1, толщиной 1 мм. Вот нарезал сейчас, тут штучек 20, наверное. Ну и смотрите, какой принцип подвязки. Вот так вот они крепятся к проволокам шпалеры. Вот эти проволочки, вот они где-то 15 сантиметров примерно в длину, слишком короткие не надо нарезать, вот 15 сантиметров оптимально, позволяет хорошо закрепить лозу, и она в принципе, вот если потуже вот так закрепить, практически не ездит по проволоке лоза. Это очень важно, у нас бывают ветры сильные. И если крепить лозы с помощью топпинера, вот в прошлом году я, кстати, крепил лозы. Топпинер — это такое устройство, которое позволяет быстро закрепить лозу, но, к сожалению, вот она будет болтаться на проволоке, и ветром ее будет вот так вот туда-сюда таскать. Может лоза перетереться. В общем, сбивается в кучу лозы, что мне не очень понравилось, поэтому топпинер у меня есть, но я его оставил для подвязки других культур. Для томатов, перцев, баклажан, ну еще ежевику я бесшиповую подвязываю топпинером. В принципе, там без разницы, можно ее использовать. А вот виноград, виноградные лозы, конечно, лучше всего подвязывать. Другого способа лучшего я еще не нашел. Знаю, что некоторые используют какие-то там мягкие веревочки, типа бинтиков там, но это так сложнее, мне кажется, и тем более бинтик, ну сколько он, 1-2, может быть, сезона простоит, и все равно он под воздействием солнца, воды в конечном итоге сопреет, сгниет. А вот проволочки вот такие у меня служат уже тут лет, наверное, по 7 некоторые, самые старые, ничего с ним не происходит, ничего не случается, вот они как есть в оплетке, так и есть, очень долго сохраняют свой исходный вид. Ну и оставляю их, естественно, прямо на этой проволоке, на проволоке шпалеры, постоянно висят. И использую их по мере надобности. Добавляю, вот если у меня лоз много, виноградные кусты развиваются, постепенно количество лоз увеличивается. И, соответственно, количество проволочек также увеличивается. Вот такой способ подвязки лоз я использую. Надеюсь, что вам он также понравится. Напишите в комментариях, какие способы вы используете. Это будет всем интересно. Поделитесь вашим опытом. Ну вот так это примерно происходит. Вот вешаю проволочку и начинаю ее так загибать. Одной рукой не очень удобно снимать и показывать. Ну, я думаю, вы поняли смысл, да? И вот этот кончик завожу. Вот видите, тут уже лоза крепится сама усиком. Лоза умная. Вообще виноград умное растение. Можно такой термин к нему применить, умное. Приспосабливается, хорошо себя ведет. Особенно если любишь виноград, уважаешь его, то он благодарит. Обязательно отблагодарит хорошими урожаями, а самое главное, хорошим настроением и удовлетворением от работы с виноградной лозой. Ну и вот этот кончик, соответственно, также так зажимаем. Вот и все, лоза закреплена. Многие также спрашивают, вот какое расстояние между лозами оставлять на шпалере. Вот это вот соседнее расстояние между лозами какое должно быть. Конечно, чем это расстояние больше, тем лучше проветриваемость, освещенность лозы. Меньше болеет виноград, лоза лучше развивается, лучше, естественно, вызревает, получает больше солнца, тепла.
Оптимальное расстояние, оно, конечно, варьируется примерно, наверное, вот в таких диапазонах. Это по своему личному опыту. Где-то примерно около 20 сантиметров, меньше, ну, в крайнем случае 15 можно сделать. А вот совсем тесное расположение лоз, конечно, я вам не рекомендую. В крайнем случае я его также использую, когда у меня часто посаженные, в случае, если часто посаженные виноградные кусты с расстоянием 1,5 метра, либо метр. А вот такое расстояние 15-20 сантиметров, оно будет более оптимально и хорошо для винограда. Я рекомендую вот такое расстояние между лозами, либо чуть побольше, по возможности. Вот примерно как вот в этом случае. Здесь расстояние около 20 сантиметров. Вот раз, два, три лозы. Вот так будет оптимально. И так лоза пойдет выше, 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 вплоть до верхней проволоки шпалеры. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев и хорошего цветения.